Элементы исполняют Камила Валиева, Марк Кондратюк. Камилочка первая в этом дуэте. Четверной тулуп. Да, С ошибочкой, но сделанный. Ну, наверное, для Камилы действительно важнее, знаешь, какие-то вещи сделать, да, чем и зафиксировать, что это возвращение состоялось в определенном ключе. А уж за чистотой-то мы как-нибудь Луцолер доберемся. сделала. Эх, Ей, только двойной луц. на таком-то... Да, одна попытка. Вот то, о чем мы говорили. Настроение. И Марк Кондратюк подхватывает дальше эстафету. Отличный аксель. И второй не хуже, мне кажется. Два тройных акселя. Супер. И времени еще целых 1,5 минуты. Да, Камила очень быстро исполнила свою программу. К сожалению, не очень чисто, но зато дала возможность своему напарнику в комфортном режиме сейчас отпрыгать. Еще один тройной аксель. Ну что, на риск пойдет какой-то Марк или спокойный Сальхов? Я думаю, он прямо сейчас принимает это решение. Волевое. Светлана Владимировна ничего ему не показывает, не подсказывает, не говорит какие-то там... А иногда лучше не сбивать. Ну да, наверное, это как им лучше знать. И Сальхов. Да. Да Сальхов. елки зеленые. Ну, Сальхов, а где чистый, шикарный выезд Марка Кондратюка на его любимом элементе? Решил все-таки, то есть, получается, решил пойти на чистое исполнение, а его-то как раз и не случилось. Падение не случилось. Ну, да, безусловно. Ничего страшного. Какие-то минусы небольшие. Опять Четверной же, тулуп. И мы видим на заднем плане, как аж присел Марк Да, Кондратюк. что, а переживать за других Марк умеет. Луцолер Сальхов. Здесь никаких вопросов. Все чисто, хорошо, докручено. Да, красиво, уверенно, элегантно. И вот здесь слишком сильно на прям левую часть отправила туда. Надо было немножечко себя придержать. Она бы сделала этот луц. Тройной аксель. И еще один аксель. У Марка акселя такие акселя или аксели даже как-то вот они настолько компактные, что ему не нужна большая скорость. Мне кажется, если он будет прыгать с большой скорости, это только навредит ему. Да, но как судьи относятся к такому формату? Судьи, наверное, если это будет на большой скорости и пролетный вперед далеко аксель, опять же, больше поставят. Больше правильно? поставят, да. Но, тем не менее, если такой аксель вроде как закрученный, да, по дуге, он будет исполнен невероятно чисто, то это все равно будет оценка выше, чем если пролетный, но, например, немножко там скомканный, или снежок, или еще что-нибудь. Да, здесь как бы упор сделан в сторону надежности. Выступать спортсмены будут в обратной последовательности, то есть кто занял последнее место в первом раунде, будет теперь кататься первым. И это Камила Валиева и Марк Кондратюк. Четверной тулуп. Вот это неожиданно. Вот такого параллельного прыжка мы, да, еще очень долго в парах не увидим. Да, а здесь мы можем себе это позволить. Жалко, конечно, что произошло именно так у Марка. Не очень параллельно, но сделано. Тройной луц. Да, и делают красивый хореографический выход из своего элемента. Ну, не случился, конечно, рекорд. Параллельный четверной тулуп не случился. И, к сожалению, по вине Марка Кондратюка получается, что так. Смазал возвращение Камилы Валиевой. Теперь будут говорить про Марка.
Ну, большое расстояние, да? Очень ли сложно Очень большое расстояние. одиночникам поймать близкое расстояние в прыжке? Да, это прям это действительно психологически или давит. технически сложнее? Без привычки прыгать рядом с чем-то или с кем-то. То есть, например, бывает, одиночники прыгают очень близко к бортику. И я так полагаю, этот раунд для таких людей, в принципе, покажется нормальным, когда кто-то рядом с тобой еще прыгает. Но я знаю Марка, что он прыгает достаточно далеко от бортика, либо вообще там тройной аксель он делает в центре катка, и ему нужен простор. Далеко от людей. Но, тем не менее, еще раз мы рады поприветствовать этот дуэт душевный из школы Светланы Соколовской. Сейчас, видимо, в какую-то специфическую лупу рассматривают технические специалисты и судьи элементы, выполненные Камилой и Марком. Ну, может быть, для того, чтобы все было точно отсужено, да, ситуация. Там же важно, как Марк приземлился в том числе. Но тулупы были очень далеко друг от друга. Далеко, То есть, если далеко. сравнивать их со вторым прыжком, это был параллельный тройной луц, луцы чуть-чуть все-таки Но он был поближе похож были. на параллельный прыжок. Ну, похож больше, хотя бы был, да. И он случился. А не любит Марк четверной тулуп? Он Недолюбливает. Он больше Сальхов любит. Сальхов, ну и вот Луц у него обычно, да, в программах. Хотя, казалось бы, тулуп должен быть самым легким в этой ситуации. Ну, не легче Сальхова, с другой стороны. Вот Просто есть любимые кому-то прыжки, а есть нет. не ложится, да? Да, бывает такое, что Сальхов дается гораздо проще. Естественно, ты его больше напрыгиваешь, и, соответственно, процент выезда больше на тренировках. И, естественно, вставляют его в соревновательные программы. Но вряд ли здесь был какой-то другой выбор, да? Все-таки хотелось прыгнуть четверной. Другой четверной у Камилы вряд ли есть на данный момент. 62,82 балла. Ну и вот их оценки на ваших экранах. Мы будем смотреть, как Камила Валиева и Марк Кондратюк исполняют свои каскады, и потому что они опять выступают первыми. Все дело в том, что они отстающие на этом турнире, к сожалению. Это особенно из-за того, что вот Марк в первом раунде совершил это обидное падение на четверном тулупе. Сейчас пошел каскад. Четверной тулуп. Четверной тулуп. Двойной аксель. Двойной аксель. Еще один двойной аксель. Еще один двойной аксель. Еще один двойной аксель. Слушай, ну видишь, четверной тулуп теперь Марк сделал и реабилитировался. Да, На все про Светлана все Владимировна времени. как раз говорит, да, сейчас надо Да. выдохнуть, успокоиться, потому что еще целых 30 Полминуты, секунд. да. И сделать каскад из 3 прыжков. Слушай, а после двойного акселя никто обычно другие прыжки не прыгает. Почему так? Ладно, посмотрим, какие еще будут комбинации. Немножко Луц. в разнобой. Ойлер. Сальхов и Камила только лишь двойной Сальхов, а Марк сделал тройной. Да, ну приходится в этот момент еще и смотреть друг за другом, действительно. И давайте, раз уж это последнее появление на сегодня у Камилочки, и посыпались, Настоящий посыпались черепашки. Она вышла в финал на индивидуальном турнире. Конечно, мы ее еще увидим завтра, но сегодня, вот в этот день, мы поздравляем Камилу с возвращением. А дальше вы сможете Камилу, ну и всех остальных участников увидеть в трансляции на 1tv.ru и, конечно же, на Первом канале. Завтра в 16:15 возвращение Камилочки состоялось. И у девчонок, которые здесь рядом с нами сидели и все ждали, когда же нужно будет убирать игрушки, наконец-то появилось много-много работы. И даже Максим Троньков и Женя Медведева присоединились к ним и
как это, тряхнули стариной и вернулись к собиранию игрушек. Молодцы. Ну да, потому что такое количество игрушек никому не кидали. Взрыв эмоций. Итак, Камила Валиева, Марк Кондратюк. Ну, что тут разбирать? К сожалению, пошел в разнобой их каскад. Не получилось его собрать. Начали вроде бы очень мощно с этим четверным тулупом, но это Камила четверной сделать чисто не смогла. И дальше уже... Ну, причем из акселей-то 5 прыжков они напрыгали. Там все было четко. А вот уже на следующий каскад. Ну, разные у них, конечно, сейчас, что называется, и жизнь, и судьба, и траектории полета в прыжке. И так вот подсобраться. Самое главное, что они зафиксировали. Да, вот он этот момент с выбрасыванием черепашек, как взрыв. Черепаший взрыв случился над нашей головой. Между прочим, прямо над нашей головой летели эти черепашки. Это очень опасная работа, если вы не знали. Итак, с минусами, но с улыбками на лицах. Камила Валиева и Марк Кондратюк приветствуют вас. Они закончили свое выступление каскадами в третьем раунде и откланиваются.